Каждый день, отправляясь в школу, маленькая корейская школьница встречала на своем пути собаку. Песик радостно шел следом, а потом ждал, пока она закончит занятие, чтобы сопроводить девчушку домой. Малышка и сама не заметила, как привязалась к лохматой собачке, вот только мама никак не разрешала взять ее домой. Но ситуация обернулась совершенно неожиданно. Берем только на время. Как-то раз мама пришла домой и увидела грязные следы маленьких лап. Ей это, конечно же, не понравилось, и она возмутилась. Девочка извинилась, а потом стала просить женщину взять собаку к себе. Поначалу мама отказывалась, но потом сообщила дочке, та будет сама ухаживать за питомцем. Кроме того, они возьмут пса только на время, до появления постоянных хозяев. Так, маленькая девочка стала владелицей славного песика, которого назвали Кинг-Конг. Они вместе бегали, играли и дурачились, и счастью наших героев не было предела. Но однажды идиллия закончилась, и нашлись люди, которые согласились взять пса к себе. Мама убедила девочку, что это к лучшему, и питомец будет в надежных руках. Малышка согласилась и всю дорогу пела песенки, радуясь тому, что ее любимец попал в хорошую семью. Но все изменилось, когда девочка вышла из дома, в котором она только что оставила Кинг-Конга. Она забралась в машину и горько расплакалась. Пока пес был рядом, она не осознавала масштабов потери, но как только он оказался в другой семье, девчушка ощутила пустоту. Мы не можем друг без друга. Следующие несколько дней почти не отличались друг от друга, малышка продолжала плакать, вспоминая любимого питомца. Глядя на нее, мама уже жалела о том, что разлучила дочь с собакой, к которой она так привязалась. А в это же самое время новые владельцы Кинг-Конга не знали, как с ним поладить. Он почти не ел, не обращал внимания на своих хозяев и не отходил от двери. Было ясно, что пес скучает по своей маленькой хозяйке и тем веселым денькам, когда они бегали и играли вместе. И вот однажды в дверь позвонили. Открыв ее, мама девочки увидела людей, которые держали в руках Кинг-Конга. Они объяснили, что собака не прижилась, и они решили отнести ее обратно. Когда песик влетел в комнату, где была девочка, казалось, от накала эмоций задрожат стены. Малышка разрыдалась, схватив на ручки пса, ну а тот принялся облизывать ее заплаканное лицо. Бедный ребенок, который был уверен, что навсегда потерял питомца, наконец-то снова мог с ним встретиться. Теперь уже мама не возражала против Кинг-Конга. Она поняла, что разлучить этих друзей невозможно. Да и не стоит этого дела, ведь настоящая дружба нерушимая, верно? Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!